Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я решила немного изменить формат, и мы зададим такой вопрос. События на пороге. События этой недели. Время такое. День за днем мы приближаемся к финалу 23-го года, подводим итоги и строим планы на будущее. Вот давайте попробуем посмотреть на ситуацию отстраненно, может быть. Достанем первую карту. Так, у нас перемены, у вас колесо фортуны. И по этой карте, посмотрите, у нас как будто отец семейства поддерживает очаг, огонь. И нужно сделать так, чтобы этот огонь не погас, но и никого не обжег, а сохранял просто тепло. Вот само по себе тепло вашей души, тепло в ваших отношениях, искренность и перемены какие-то добрые у вас. На пороге, я бы сказала, старший аркан, это выскочила сама карта, видимо, для кого-то это будет важно услышать. Но я достану сама события на пороге. Какая сфера жизни на этой неделе для вас проиграется наиболее активно? Давайте узнаем. Ваше внутреннее настроение или внутреннее ощущение, мои дорогие стрельцы. А какова обстановка вокруг вас? Что есть в реальности? Что важно знать и зачем это, может быть, было нужно, если какая-то ситуация, мы говорим, да? Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Что скрыто? Давайте вот такую карту достанем. Что будет помогать, что будет радовать? И мы посмотрим по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес на неделю. Энергия денег. Что в личной жизни? И достанем карту совет. События на пороге. Ну, с учетом того, что нам перевернулась в самом начале карта колеса фортуны, есть перемены. И по пятерке мечей недостаток взаимопонимания. Это первая победа. Был какой-то конфликт в прошлом. И карта нам говорит, не увеличивая вот эту дистанцию конфликта. Это не значит, что мы соглашаемся или свои убеждения, принципы как будто позволяем кому-то продавить под чью-то, ну, более угоду, или когда кому-то будет хорошо, а нам как будто плохо. Вот тут такого нет. Карта больше про воина в душе, когда мы сохраняем свои позиции, но в то же время не увеличиваем какое-то недопониманием, не расширяем вот эту бездну конфликта, а наоборот понимаем, что все люди разные, мы никого переделывать не будем. И часто нам судьба преподносит как раз, знаете, как гештальт закрыть, или преподносит такие ситуации, как нарочно, сталкиваясь нас с этими людьми, с которыми прежде мы не смогли договориться. Есть и такие люди, которых мы не можем исключить из нашей жизни, как коллеги, соседи, руководители или еще какие-то люди, которые, ну, мы вынуждены с ними взаимодействовать. И по этой карте, вот знаете, как новый вариант взаимодействия, когда мы и себя как будто уважаем, и собственные планы, но и понимаем, что, ну, человек другой. Он имеет право на свое мнение, и ну, найти какие-то общие точки сборки или интересов нам как будто придется. Вот какое-то есть такое событие, как будто договариваться, может быть, или не соглашаться, но найти какую-то нейтральную позицию, может быть, для вас будет важно. Давайте ваше внутреннее состояние, ощущения, новости какие-то приходят. Вот это может быть, знаете, с учетом пятерки мечей, словно, правда, приходит новость, и она у вас может вызывать столько эмоций бурных, что я, сейчас разберусь. А нам карта говорит, оставь все как есть. По этой карте нам придется, может быть, на что-то отреагировать или сделать выводы, мои дорогие. Это может быть, вполне вероятно, придется вам куда-то быстро собраться и поехать. Но вот есть не ваше недовольство, как будто
Либо вы не ожидали поведения человека вот определенным образом, или вы не ожидали какой-то ситуации, которая быстротечна. Пятерка мечей – карта мелкая. Это не оказывает влияния на ход событий вашей жизни. Или это не есть для вас какой-то большой минус. Нет. Но это первая победа вообще называется. Когда мы, да, мы можем где-то пытаться продавливать свою ситуацию, но нам это радости не принесет. Вдохновение тоже. И мы разойдемся каждый при своем мнении. Поэтому все же правильно провзаимодействовать даже с людьми сложными или с теми ситуациями, которые словно врываются на ваш порог. Поэтому где-то эмоциональный фон должен быть, в нейтральных позициях. Что же вокруг вас? Обстоятельства. Вот карты живут своей жизнью. Снова колесо фортуны, правда. Не случайно карта вам перевернулась. И вот поддерживать вот этот очаг, чтобы огонь и не обжег, но и не погас. И на пороге у вас перемены. Сама по себе карта счастливых перемен. Поэтому больше, если обстоятельства, вот то, что я описывала, будут касаться больше работы, каких-то заработков или каких-то просто дел, как будто вот для вас на данный период времени, для недели, это не имеет какого-то вообще большого значения. По колесу фортуны вам нужно уделять внимание самим себе. И обстановка как-то будет меняться именно для вас, давая вам какие-то возможности. И если вы занимаетесь совсем не тем, а тут такое может произойти, как ворвалась новость и все, уже вы переключились на что-то и ушли в другую, как будто плоскость реалии, понимаете? А тут у вас у самих на пороге может быть что-то доброе, хорошее, а вы словно проходите мимо, мои дорогие. Не упустите какого-то шанса. Давайте мы посмотрим, что важно знать. Не упустить, правда, шанс. Тут может быть разочарование. И опять же, мелкая карта, четверка кубков. Это карта отчасти хандры. И посмотрите, очень красноречиво она прорисована, как будто сидит человек, скрестил руки на груди. Это как будто мы закрываемся от мира, не хотим общаться, разочарованы. Или, знаете, уходим в себя, пытаемся анализировать что-то до бесконечности. И рядом стоят три золотых кубка, а рядом с ними какая-то миска, почти собачья. И, кстати, животные нам тут изображены. И ангел преподносит точно такой же кубок, а человек закрыт, и он этого не видит. Оставьте то, что принадлежит человеку. Может быть мысли, может быть ситуация, может быть какой-то негатив. Пока мы перчатку эту не подняли, значит, этот негатив остается с тем, от кого он исходил. Вот, мои дорогие стрельцы, почему-то для вас это важно знать. А вам пространство, Вселенная дает что-то совершенно другое. И вы из-за какой-то ерунды, по сути, пятерка мечей – это мелкая карта, повторяюсь. И четверка-то кубков тоже. Мы можем отказаться от каких-то возможностей. Потому что, может быть, эти возможности приходят не так. Или вы хотели бы, чтобы все сферы вашей жизни были в каком-то гармоничном балансе. А у нас говорят перемены. Перемены тут не совсем про баланс. Тут где-то игра по новым правилам. Понимаете? И вам надо обязательно вписаться, мои дорогие, и у вас для этого все возможности. Давайте неожиданности. Чего не избежать, правда, возможности. Посмотрите, тут жезлов, тут как какое-то предложение, чего-то не упустить, больше вдохновиться чем-то или реализовать свою мечту, свой план, намерение, цель. Тут как будто для этого пространство, высшие силы будут стараться, чтобы для вас действительно, как вот этот кубок, дать новые возможности, может быть, альтернативные какие-то. А вы можете думать, что нет, если вот я хочу решить один вопрос, значит, он в каком-то одном контексте должен быть решен. И не видеть, что да еще 10 каких-то вариантов будет. У кого-то может проиграться и так. Но, повторюсь, это очень такая, знаете, импульсная где-то карта. Все-таки туз жезлов – это сам по себе импульс. Но это еще и варианты возможностей, которые к вам приходят как неожиданности. А мы можем, или вы, где-то не воспринимать вот то предложение именно в том ракурсе или ключе, а видеть как-то по-другому. И сами себе добавите ненужных разочарований у кого-то так. Или
Не соглашаться с кем-то можете и от чего-то отказаться. Ну, посмотрите, правда. Давайте, что скрыто. Ну, правда, вы можете от чего-то отказаться. Это, знаете, как отказаться за 5 минут до победы. Вы посмотрите. Восьмерка – одна из лучших карт, кстати, в любой колоде на деньги на работу. Восьмерка монет или восьмерка пентаклей. Как деньги есть, деньги будут, но это карта прогресса, и она может означать как и где-то рост финансового дохода, достатка, так и ваши чистолюбивые планы, построение карьеры, например, или реализация вашего творчества, ремесла, какого-то вашего, ну, может быть, даже вау-проекта, то, что вы хотите как будто с нуля начать, такое тоже нам ремесленник, по сути дела, и показан. По этой карте очень хорошо вообще работать на самого себя или строить карьеру, как будто эта подсказка тоже идет, что скрыто. Возможности, мои дорогие стрельцы, и вот какая-то хандра, какая-то ерунда вас где-то может выбить из колеи, а начнется это с какого-то известия. А вы очень личностно можете на что-то отреагировать или воспринять. Или даже если это касается ваших людей, вашего ближайшего окружения. Ну, мои дорогие стрельцы, вам как будто в другую сторону. Или именно на этой неделе, какие бы новости ни были, нужно уделить внимание самому себе, своему прогрессу, своим чистолюбивым планам. Вот буквально так. Что будет радовать? Когда вы не откликаетесь на какие-то предложения, которые больше или не бросаетесь кому-то на помощь, буквально. Это карта великой мощи, то есть физических сил, формы. У вас будет и бодрости достаточно, чтобы ну, осуществить ваше какое-то желание. Но здесь мы взаимодействуем с обществом, взаимодействуем с людьми, взаимодействуем, ну, может быть, и по работе, но только в двух направлениях. Первое, когда нам что-то угрожает, или когда, как по восьмерке пентаклей, есть для нас прогресс. Не потратить, несмотря на великую мощь, и на то, что как будто сил у вас достаточно, но вот эти силы правильно распределить. И это будет радовать. Это карта девятка, и впереди перемены. Но вот именно не дать себя застать врасплох, это тоже вам помогает. Может быть, вот этими какими-то новостями, с учетом ретроградного Меркурия, знаете, тут ведь могут быть, как информация для вас подана с учетом того, что вы можете именно как-то горячо прореагировать. И вас это на какой-то момент может выбить из колеи. Вот такое что-то может проиграться. Поэтому не дайте себя где-то, как на крючок, поймать эмоции. Это тоже будет важно. Дела, работа, бизнес, мои дорогие. Но здесь у нас король кубков. У короля кубков все под контролем. Он умеет переключаться между эмоциями и материальным какими-то составляющими, пунктами, делами, бизнесом. Все то, что имеет, повторюсь, материальную основу. И если про дела, он эти эмоции исключает. В этом он как маг-волшебник. Это могут быть как ваши близкие, кстати, в решении тех или иных вопросов. У кого-то, правда, с ближайшим окружением будут связаны вот эти новости, которые не вас, мои дорогие, касаются. Может быть, вы и переживаете, но для вас-то это не имеет смысла. Вот лично для вас, как ни странно. И переключаться, уводя вот эти эмоции, как будто их, ну, так отодвигая и не воспринимая что-то личностно. Вы ничего тут не поменяете. И в то же время вот те дела, работа, бизнес, у вас перспективно удачное время. Как будто вот эти, даже если новости со знаком минус, словно вам не должны помешать вашему собственному продвижению, потому что у вас что-то очень важное стоит на пороге. Вот так. Финансы. Карта император, да, тут действительно. Император нищий не бывает. И по императору это карта власти. Для кого-то из вас это смена статуса. И все то, что я говорила про работе, прогресс, построить свою карьеру и остаться довольным по финансам. По финансам, если есть какие-то имущественные сделки, примите, наверное, тот факт, что мы уважаем закон. И если нужно пройти какую-то как систему иерархии, не к одному чиновнику, а к 3-4, может быть, заглянуть в разные кабинеты, значит, мы уважаем вот эту систему ступенчатости и
тогда система работает в отношении нас с большим плюсом. И вообще по этой карте, знаете, если мы говорим про финансы, самое главное, чтобы ваш какой-то проект, все то, что я вот только что говорила, и с учетом короля кубков, ваше какое-то дело, оно должно продвигаться, быть в состоянии прогресса, вы сами должны процветать. И если ваши намерения и цели, ну, как-то не согласовываются с остротой момента этой недели, нам говорят по этой карте, подкорректируй планы. Потому что император, он больше настроен на то, что он что-то мелкое как будто корректирует или вносит какие-то изменения, чтобы более крупный проект, его состояние в целом, намерения, цели, его статус не поколебался. Вот для него есть что-то более важное, и это где-то для вас, понимаете, быть в таких энергиях, с учетом каких-то мелких деталей, по которым не эмоций как будто не должно быть, а именно правильно нужно просто провзаимодействовать. Мои дорогие стрельцы, у вас очень сильная позиция и плюс еще какие-то добрые перемены с каким-то прогрессом. В личной жизни, посмотрите, 8 мечей. И правда, с пересечением где-то на личную жизнь, либо на ваше личное восприятие, вот эта 5 где-то может с 8 и пересекаться. Это карта внутренних страхов. Это того, что мы словно заглядываем до бесконечности вглубь себя. А по факту все обстоит совершенно по-другому. Нам может касаться вот этот холод, вот эти ледяные вершины, что это меня никто не понимает. Или есть какая-то ситуация, я ее хочу изменить, переломить. У вас не удастся это сделать, мои дорогие. Чего бы тут ни касалось. Если это даже ваши где-то близкие, да, как новость, да, вот с чем-то тут вы можете не соглашаться. Это один пункт, не крупный. И нам говорят, ты увидь, у тебя реальность-то совершенно другая. И я не могу сказать, что это личная жизнь, которая, может быть, если мы говорим про ваших близких, именно непосредственно с вашим любимым человеком. Нет, это могут быть родственники. Вот я вижу именно больше позицию, ну, может быть, отчасти и дети, кстати, подросшие дети. То есть, да, вы воспринимаете где-то что-то остро, но сказать, что это именно вашей личной жизни касается, вот это глубокая философия. Нет. Поэтому нам и говорят, ты себе не помешай, переосмысляя до бесконечности то, что вот лично как будто для тебя не имеет значения. У тебя тут на повестке недели много хорошего и удачного, а вот как раз риск застрять в этой ненужной философии. Карта совет, ну точно. Вот все, что я вам сейчас так долго говорила, мои дорогие стрельцы. Карта императрицы, посмотрите, для кого-то и правда, вот эта 8 мечей, как и 5 мечей, это может быть вопросы вашего окружения. Может быть как и ближнего, так и далекого. Но у нас выпадает пара. Видимо, вопросы любви или вот вашего любимого человека. Здесь как будто вы заодно. Тут вообще даже для тех, кто один или одна, есть возможность, я бы сказала, или подумать, или построить. Что-то должно быть для вас. Может быть, вообще не стоит, к примеру, да, вы сейчас один или одна, и больше решаете вопросы вашего окружения, детей, родственников, вот что-то такое. И тогда вам будет говорить, не будь один или одна, иначе ты до бесконечности увязнешь в каких-то вопросах, которые больше нужны кому-то, а про себя забудешь. А ты можешь быть счастлив или счастлива. У нас пара выпадает, понимаете? Это как карта власти, карта возможностей. Это как совет, новое я. Это новые ваши, как и начинания, новые ощущения мира, новые возможности, как и быть счастливым, как и влиять на эту жизнь, на собственную, и радоваться от исполнения желаний, реализации планов, так и новый какой-то статус. Для кого-то из вас это может быть как получение новой должности, правда, на самом деле. Но все-таки я больше свожу к личной жизни, потому что, мои дорогие стрельцы, в карте совет быть счастливым буквально. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие, и любимы всегда.